что, братья рыболовы и сестрички рыбачки, всем привет. В прошлый раз в конце фильма я сказал: ребят, на что бы вы хотели, чтобы я половил? Вот, и многие в комментариях писали, чтобы я порыбачил на поплавочную снасть. Вот, ну что ж, сегодня у нас с вами, я надеюсь, будет прекрасный вечер для этого всего события. Вот, я сам давно на это не ловил. И местом я выбрал опять городской затон, в котором я рыбачил в прошлый раз. Мне кажется, что здесь должно все получиться очень-очень интересно. По крайней мере, в прошлый раз и фанера была, и плотва хорошая. Ну, в общем, ладно, не буду спойлерить, посмотрим, что получится. Может получиться все, что угодно. Тем более, я сегодня планирую остаться, ну, скорее всего, до темна, потому что время позднее, вечернее. Вот, а рыбки хочется половить, и вам все красиво и душевно показать. Так что, погнали! И как же сразу у нас все начинается, с какой красоты. Поплавок повело в лунке. И кто у нас там? Плотва, подлещичек. Ух ты. Маленькая, но первая. Начало. Начало, что называется, положено. Но я ее отпущу с пожеланиями позвать крупняк. Слишком уж маленькая. Ну что, братья рыболовы, по всей видимости, все хорошо у нас будет, да? Сразу поймали, я думаю, сейчас рыба расклюется. Я вам покажу все красивые поклевки вблизи, как я обычно и стараюсь для вас делать. Ну, от вас многого не прошу, пожалуйста. Кто смотрит фильмы, напишите комментарий любой, поставьте лайк или дизлайк. Ну, а кто не подписан, подпишитесь. У нас 92% зрителей за прошлый месяц вообще без подписки смотрят. Это немножко обидно. Вот первого я поймал на мотыля. Сейчас поставил тесто. Что за тесто, расскажу чуть позже, если оно сработает. Так, похоже, работает тесто. Поклевка. Давай, давай, утопи поплавок. Нет, она его повела. Сегодня она ведет поплавок в сторону. Вот что я люблю в плотве, что она такая непредсказуемая. Подлещик обычно поднимает вверх. А вот с плотвой эта история совсем другая. Она может и поднимать, может и топить. О, это хорошая. Для городской черты. Для моря, конечно, мелочь будет. Для города вполне себе едовая. Такая вот плотвица. Вот у меня сейчас стоял совсем небольшой кусок. Я поставлю поболее, чтобы у нас клюнула прям жирная плотва. Да, интересно, кроме плотвы будет кто-нибудь? Нет? Я думаю, что когда темнеть начнет, может и подлещик будет. Я в эхолот посмотрел. Ну, место выбрано не зря. Я, собственно, в прошлый раз примерно здесь я заканчивал. Вот, ну и сегодня в эхолот какой-то крупняк по дну гуляет, ходит. Поэтому вполне может быть, что это именно он. Но ему, конечно, лучше мотыля давать. Он может на манку, на тесто взяться, на то, что я рыбачу. Но это маловероятно, конечно. А это я взял, это я не пить сейчас буду. Нет, это у меня прикормка жидкая, рецепт. Я уже много раз про него рассказывал и в подсказках выдавал. Выше подсказки можете еще раз посмотреть. Жидкая прикормка, здесь глубина небольшая, где мы рыбачим, она очень хорошо пылит. И что удобно, вот так бутылку выливаешь и
Можно вот так вот прям сверху. Он клюет, кстати. Но все равно надо подкормить маленько. Ну, вот так вот по чуть-чуть кормим, чтобы рыбу удерживать в точке. Кстати, очень часто бывает, что только нальешь, и в этот момент поклевка. Как правило, самая крупная рыба это происходит. Это хорошо. Это мы любим, когда так клюет. Да, слушайте, вот все-таки что летом, что зимой, самая классика — это рыбалка на поплавок. Правда же? Да, пусть не крупная рыбка, но как же это красиво все. И эстетично, что ли? А еще и романтично, правда же? Вот у меня свечки горят. Но они, правда, не совсем для романтики, да? Они, конечно, придают некий романтизм нашей рыбалке. Но в первую очередь они для того, чтобы тепло давать, руки греть, когда подмерзают. Вот. Ну и когда потемнеет, чтобы было светло нам. Сегодня, судя по всему, у нас до темна рыбалка дойдет. У меня, кстати говоря, снасть сегодня на поплавке. Основная леска 0,12, сам поплавочек 0. Ух ты, сразу. Не дает рыба мне все тонкости сегодняшней рыбалки рассказать. Так вот, у меня основная получается 0,12, поводок 2,09, крючок 18 номера маленький, тоненький, с лопаткой. Ой-ой-ой, это, слушайте, хорошая. Что-то еще хотел сказать, я аж забыл. Смотрите, какая. Какая, а? Практически тетя. Ну, еще раз говорю, для черты города это, ну, прямо здоровская плотва, серьезно. Ну, вот сейчас, кстати, на мотыля стала брать. Чуть на тесто поклевок не было. Точнее, были поначалу-то. Даже поймали, а потом что-то все. Оставил мотыля, тут же поймал. Да, и то, что я забыл сказать, ребят, ну, понятно, что в монтаже я, наверное, все это дело вспомню. Вот, но уже, наверное, не скажу. Поэтому спрашивайте в комментариях, что я там недорассказал, про что, про какую тонкость. В общем, если интересно, спрашивайте, задавайте вопросы в комментариях. Ну же, давай. Произойди, красивая поклевка сразу же. Мне бы хотелось, чтобы она положила поплавок. Она это тоже может. Понятно, что это в основном подлещик делает. Но плотва-то тоже. Это вот когда берет она крючок и со дна поднимает. Вот в тот момент обычно поплавок кладет в лунке. Но что-то вроде шевельнуло. Вот. Как раз тот момент, когда я мотыля решил подсыпать. Вот всегда. Это как по закону подлости, да? О, она уж сидит. Да, красота. По-другому и не скажешь. Интересно, слушайте. Да, я досижу до темна. До ночи, наверное, не буду, но дождусь, когда потемнеет. Мне интересно, будет ли большая плотва. Она, правда, сюда с оби должна заходить, по крайней мере. Раньше тут бывали такие экземпляры по 200 и по 300 грамм попадались. Вот удивительно, вечер уже, дело к закату, а некоторые рыбаки только-только приходят и начинают разбуриваться. Но это вот специфика данного водоема. Здесь действительно бывает такое, что по темну клюет и плотва, и подлещик, и другая мирная рыба. А мы тем временем продолжаем ловить на поплавок. И вроде как получается-то неплохо, правда же? Поклевки есть? Есть. Рыба есть? Конечно, есть. Но хочется, конечно, поймать что-нибудь прям крупное-крупное.
Опа, есть. Что-то похоже покрупнее, друзья мои. По крайней мере, по ощущениям, по первому потягу. Мне так показалось. Вот вам и вечереет. О-хо-хо-хо. Это забавно. Потому что это окунь, который клюнул на, на мою насадку, блин, которая называется пшономанка. Кошмар. Ну, коль такая история, нацеплю еще крупнее кусок. Тоже окуню нравится. Сейчас вам рецепт расскажу. Да, дела, конечно. Я, конечно, ловил, я и на кукурузу окуня ловил, но, блин, чтобы на тесто, на поплавок, причем без игры, настоящую, это удивительно. Настолько рабочая насадка, да, оказалась? Да, интересно, конечно, все это. Вон сразу поклевка. Опять окунь. О, положить пыталась. Сейчас пытается утопить. Да, что-то мне на этот раз мое рыбацкое сердце и бродячая душа подсказывает, что это далеко не окунь. Не может же 2 раза подряд такое повториться, правда? Я думаю, что не может. Да, сопротивление-то приятно идет. Да, неплохая. Неплохая для города. Конечно, для моря мелочь. Для города приятная. У нас просто, друзья, товарищи, чтобы вы понимали, если в черте города на каком-нибудь котловане, заливе или затоне плотву находишь, то, как правило, это размер вот. Это там грамм 10, 15, 20, она может как из пулемета клевать. Найти такую с ладошку или там что-то около 100-150 грамм и половить, это, ну, прям, скажем так, большая-большая проблема. Вот, ну, настало, собственно, я думаю, пора, коль у нас на тесто все-таки клюет сегодня, оно работает, значит, оно рабочее, правильно? Значит, можно рассказать рецепт. В общем, делается оно из 2 ингредиентов. Берем в блендере, молим пшено, молим его до состояния манки, то есть не в пыли, ну как манка, скажем так, чтобы оно было. И берем манку, смешиваем 50 на 50, добавляем ароматизатор, там, собственно, все дело по вкусу. У меня добавлен здесь кориандр. Вот. Подробный рецепт, как это все сделать, я, конечно же, сделал. Многие из вас, я думаю, уже видели, кто мои ролики постоянно смотрит. Кто не видел, подсказки вот сверху. Смотрите, мне ничего для вас не жалко. Ух ты, а у нас клюет опять. Ну там просто смотрите, что делается. Из стороны в сторону водит. Поплавок уже просто утопило, пока я тут вам рассказывал. Да, кто-то сидит. Кто же там сидит? Там просто у меня вот, не знаю, какого размера, наверное, с горошину стояло тесто. Кто-то соблазнился. Причем, судя по всему, что-то вообще мелкое. О, Семен Семенович. Как там говорится, да? Такие к нам не приходят, но иногда приплывают. Дело под вечер, значит, надо к классике вернуться. А вдруг подлещик? Он же может сейчас выйти вполне. Поэтому пучок мотыля я возвращаю. Вот, кстати, крючок, смотрите. Видно, да, какой? Ну, вот. Небольшой маленький крючок с лопаткой. Потому что с лопаткой крючки, они более тонкие, и с них мотыль не вытекает. Ну и, соответственно, лучше рыба ловиться будет. Ну, правда, конечно, есть вероятность поимки дружка по имени Окунь, да? Не очень бы хотелось, конечно. Хочется все-таки мирную рыбу сегодня половить. Но если кого-нибудь там грамм на 300 хотя бы залетит окунь, это будет приятно, конечно. Ну и опять подсыпем мотыля. Я он, как всегда, с запасом взял. Я запасаюсь насадкой всегда по максимуму, чтобы и кормить, и ловить на нее. Всяко на рыбалке бывает. Вот. Сейчас, может быть, положит. Поднимает. Ай, ну какая красота, а? Ну, посмотрите. Правда, эстетическое удовольствие рыбалка на зимний поплавок. Прям классика, да? Поклевочка-то какая осторожная, капризная. Давай. Ну, или утопи, или положи. Или поведи. Но это уже на самом деле такое вечернее поведение рыбы.
Поклевка, казалось бы, хорошая, потом пауза. Ты выжидаешь зачем-то, а рыба уже сидит в этот момент. Действия никакого нету, не топит и не кладет поплавок. Вот сейчас ровно это-то и произошло. Тихо, тихо, тихо. Слушайте, неужели окунь опять, а? На мотыля-то, на пучок, может быть. Или плотва резвая. Ух ты ж ты моя хорошая. Ребята, не зря мы до вечера, да? Вы посмотрите. Это прям... Ну, конечно, это не рекорд, но это очень добрая плотва для этого места. Вообще красотка. Ну а что тут говорить, друзья, товарищи? Это самое перспективное время, когда вечереет, когда начинает темнеть. Для крупной плотвы. Не только, конечно, для крупной плотвы, но что-то, походу, тут только она и обитает. Потому что подлещиком пока не пахнет. Но, по правде говоря, бы хотелось бы, чтобы им так немножко запахло, да? Хоть парочку для разнообразия вытащить было бы неплохо. Я уж, конечно, не мечтаю о большом леще. Хотя, кто знает, чем, как говорится, не шутит черт. Или водяной. Пусть будет лучше водяной. Чертей нам не надо, но их в баню. Да ты моя хорошая. Вот-вот. Вот это да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то тяжелое. Вот, пожалуйста, похоже, мы про леща поговорили. И под леща. Ну, либо это он, либо это очень крупная плотва. Тут других вариантов нету. Стой, стой, стой. Тише, 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 тише. Да ты мой родной. Или моя родная. По-моему, подлещик. Ага, точно, точно. Стой, 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 стой. О! Я-то думал, там будет больше. Смотрите, как он это. Забагрился за плавник. Видимо, мимо проплывал, прикормку нашу кушал и случайно зацепился. Да, пусть подлещик попался и маленький, но самое главное, что он заходил. То есть он начал ходить, действительно перемещаться. Кто знает, может, правда, лещ возьмется. Все может быть. Конечно, зимой у нас в черте города большие лещи — это редкость. Если подлещика грамм на 500 ловишь, то ты уже герой, блин, надолго. Вот. На прошлой рыбалке, кстати, на мормышку у меня здесь самый большой был на 550 грамм, я его дома взвешивал. Так что я герой. Напишите мне кто-нибудь в комментариях, что я герой, друзья. Ну, хочется себя им хоть иногда, хоть чуть-чуть чувствовать. Очередная поклевка не заставляет себя долго ждать. А это было практически по-лещевому, да? Хорошая, красивая поклевка на поплавок зимой. Ну, кайф. Что тут скажешь? Это кайф, друзья. Когда клюет рыба. Да неплохая. Опять неплохая. Ну, как выпрыгнула аж из лунки в мои руки. Хорошая плотва. Да, однако удачную уловку уже я нашел сегодня, потому что, судя по разговорам рыбаков, с кем я разговаривал, никто особо ничего не ловит. Но у нас клев прям прекрасный. Ой, я думал, что она забагрилась. Нет, не забагрилась на этот раз. Латвица, императрица. А что ты на это скажешь, Илон Маск? Пучок мотыля и тесто наше вкусное. Пшеноманка, точнее. Я думаю, что плотва оценит, да? Особенно жирная, большая. Или лещ. Кстати, интересно было бы вот в этом месте, коль тут, блин, столько плотвы, да? На какую-нибудь перловку, например, попробовать чесночную. Потому что по зиме такая насадка тоже бывает. Неплохо так выручает. Особенно по крупной рыбе. Далеко не всегда, конечно, это. И далеко не в глухозимье, может быть. Но надо проверять. Попробуем еще сыпухи подсыпать. Вот не жидкая, у меня еще сыпучая есть. Я сегодня начинал, собственно, ей кормить. Попробуем. Она маленько другой столб мути дает. Не такой, как жидкая прикормка.
Она, получается, дольше на дно оседает. Не идет облако мути. Ну и плюс ко всему частички покрупнее все-таки. Для крупника это может быть важно. Ой-о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 й. Твою, как говорится, дивизию. Что-то очень тяжелое было. Я просто сразу почувствовал неподъемная тяжесть. Ребят, походу это был лещ большой. Я его то ли не просек, то ли что. Вот вам, пожалуйста, блин. Вот вам и пшеноманка, которая, похоже, реально творит чудеса. Ну что, повторяю эту процедуру и выжидаю крупняк. Если он подойдет, конечно. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я буду завершать рыбалку. Больше поклевок нету, как потемнело. Все, как отрезало. Я уже не знаю, в этом году сколько раз сюда езжу. Пытаюсь по темну разловить. Приезжал даже в 4 утра. Ни хрена, клевать начинает либо на рассвете, вот, ну, либо на закате. А по темноте, вот, не знаю почему, хотя в те годы ловилось. Не клюет, в общем. Но, тем не менее, рыбалка получилась шикарной, правда же? Из того, что я забрал, получилось вот. Может быть, по количеству немного, но зато вот некоторые-то дамочки попадались у нас тут. Размерчик, да? Вот плотва, вот. Для городской черты очень даже ничего. Но основную массу, конечно, рыбы я отпускал. А, вот еще вот этот друг приятно удивил, который клюнул на наше секретное тесто. Ну что, этому дню я ставлю 5, потому что я приехал сегодня достаточно поздно на рыбалку. По сути-то часа 3 всего половил. Ну сколько поклевок было у нас, слушайте, ну прикольно вообще. И одна рыба сорвалась-то неплохая. Исполнил я, самое-то главное, что я исполнил просьбу многих подписчиков порыбачить на поплавок. Конечно, не всех. Я исполнил просьбу подписчиков, потому что многие мне писали: что ты херней страдаешь, едь в Якутию рыбачь, едь там на Таймыр, блин, хрен пойми еще куда-нибудь. Ой, друзья мои, очень бы хотелось бы ездить и в Якутию, и на Таймыр, и на Камчатку, и на Байкал, но, к сожалению, финансовая возможность на данный момент совсем этого не позволяет. Тут, честно говоря, не жалуюсь, но большим трудом-то получается вообще, в принципе, на рыбалке выезжать, потому что приходится работать очень много, вот, ну и параллельно снимать контент и не сдаваться, заниматься этим делом. Вот, вас очень сильно просим, пожалуйста, кто неравнодушен, поставьте комментарий, пожалуйста, оставьте, точнее, комментарий, поставьте лайк. Вот, ну, кто не подписан, подпишитесь. У нас 90% основной аудитории из миллиона, блин, просмотров в том месяце у нас 900 тысяч просмотров людей без подписки. Это очень обидно, поэтому, пожалуйста, подпишитесь на канал. Всем желаю ни хвоста, ни чуя, не сдавайтесь, занимайтесь рыбалкой. Рыбалка — это же самое прекрасное дело на свете. Ну а у нас, я думаю, Якутии будут все впереди, друзья. Если вы с нами, будет все. Всем ни хвоста, ни чуя, до новых встреч. Пока-пока.